Начинаем серию роликов, посвященную устройству AutoCAD. Одной из самых популярных и незаменимых программ в работе любого инженера, любого профиля. Эта программа очень и очень необходима. Мы будем рассматривать вопросы теоретические и перемежать с вопросами практическими. Я лично советую, что просматривая ролик, надо его не просто посмотреть, а надо все, о чем мы будем говорить с вами, то необходимо сделать своими руками. Тогда будет с этого польза. После того, когда мы щелкнули по иконке на рабочем столе, открылось вот такое окошко. Здесь есть возможность, что сделать. Открыть последние документы, которые у нас были, открыть новый чертеж, открыть какие-то файлы, можем им дорогу указать, открыть подшивку, посмотреть шаблоны в интернете, посмотреть примеры чертежей. Ну а также есть такие уведомления, которые появляются здесь, и можно подключиться здесь к облачной службе в интернете, в облачной службе. Ну и плюс отправить отзыв. Мы начнем с того, что щелкнем по этой иконке «Работа с чертежами». Работа с чертежами. И что у нас получилось? Значит, у нас открылся чертеж. Чертеж последний, который вот я выполнял. И на этом чертеже мы с вами давайте разберемся, что мы сейчас здесь видим. Внешний вид окна такой, как вы видите здесь. Вверху имеется лента, так называемая. Это основа этого окна, это лента. И с 2009 года AutoCAD перешел, сам AutoCAD и другие программы, такие связанные вообще семейство Autodesk, на ленточный интерфейс. Некоторые спорят, что раньше вид, его называют классический, был, может, удобнее, некоторые говорят неудобней, но что есть, то есть, мы пользуемся ленточным интерфейсом. И я вообще советую не придерживаться старинного вида программы, а как раз пользоваться тем, что есть сейчас, поскольку новые версии все выходят именно так. Значит, имеется ленточный интерфейс. Этот ленточный интерфейс соответствует рабочему пространству по умолчанию. Что это значит? По умолчанию открывается рабочее пространство. Вот здесь в строке состояния есть кнопочка, называется переключение рабочего пространства. И видите, по умолчанию здесь стоит галочка рисования аннотаций. Это означает, что на ленте собраны все инструменты, которые как раз позволяют выполнять эту работу. Если мы включим, и мы это будем делать немножко позднее, например, основы 3D или 3D моделирование, то там, соответственно, на ленте появятся вот здесь совершенно другие инструменты, те, которые необходимы нам для 3D моделирования. На ленте имеются вкладочки. Ну, смысл этого в чем? Дело в том, что инструментов много, многие сотни инструментов, и расположить их, вот, например, все полностью на одной ленте, это практически невозможно. Поэтому они сгруппированы по функциональности в разного рода вкладки. По умолчанию открывается вкладочка «Главная», и на ней уже есть сгруппированные инструменты. Видите, рисование, редактирование, аннотации и так далее. Если мы откроем другую вкладочку, например, «Вставка», то видите, здесь собраны инструменты, которые касаются того, чтобы присоединять, там, подрезать, импортировать, ну, что каким-то образом связывать или вставлять в наш чертеж. Дальше вкладочка «Аннотации». Здесь собраны все инструменты, которые касаются аннотации, всего, что с ними связано. Мы будем, когда пользоваться, например, аннотацией, то будем подробно рассматривать вот здесь все, что здесь есть за инструменты и как они работают. Дальше вкладочка, которая называется «Параметризация». Эта вкладочка позволяет накладывать зависимости между элементами чертежа.
Это очень важно и необходимо. Мы тоже будем ей пользоваться. Дальше вкладочка «Вид». Здесь инструменты, которые позволяют конфигурацию экрана создать, знаки менять, которые присутствуют, и настраивать их, переключать окна и тому подобные вещи делать. И вот здесь находится важная вещь при большом количестве чертежей, это диспетчер подшивок. И нам еще понадобится, мы будем говорить о инструментальных палитрах. Дальше, следующее управление. Здесь инструменты настроек в основном. Это здесь настроек инструментальных палитр, адаптировать их для себя, пользовательский интерфейс настраивать, импортировать настройки, там, менять их, редакторы запускать, макросы, редакторы дальше, Visual Basic, Lisp, вот тому подобные вещи здесь находятся. На вкладочке «Вывод» все, что необходимо для того, чтобы можно было напечатать, вывести, экспортировать чертеж в разных форматах, в разных видах. Ну, здесь настройки, если они у нас есть над автокадом. Кнопочка А360 позволяет работать в интернете, через интернет с облачными чертежами, которые находятся в облаке, в разных местах, синхронизировать настройки и тому подобные вещи делать. Ну, есть еще и рекомендованные приложения, которые можно добавить, установить сюда, и они позволяют расширять возможности автокада. Но мы вернемся к главной вкладочке. Она недаром называется «Главная», поскольку этой вкладочкой больше всего мы будем пользоваться. Обратите внимание, что все инструменты объединены в группы. Вот инструменты в одной группе. Но все инструменты сюда не помещаются. Поэтому здесь можно, например, где инструменты рисования вынесены наиболее часто употребляемые, но можно щелкнуть по треугольничку, раскрыть, и здесь есть еще другие инструменты, которые позволяют расширять возможности рисования. Ну, то есть, видите, здесь есть просто отрезок, а здесь есть уже дополнительно сплайн по управляющим вершинам, прямая бесконечно, луч, точка, да, ну, то есть то, что у нас чего здесь нет и что не помещается. И также в любой здесь вкладочке редактирования, видите, вот еще инструменты, аннотации еще инструменты, слои еще и так далее. Во всех вкладочках есть свои инструменты. Со всеми инструментами потихоньку будем разбираться и с ними работать. Вверху окна, вот здесь, есть строка заголовка. Здесь есть версия прописана, AutoCAD какая, и название чертежа. Прописано. Дальше можно, если вам мало места, переводить рабочее пространство в режим чистого экрана. Для этого внизу в строке, которая называется строка состояния, есть кнопочка, вот она, называется очистка экрана. Если я ее нажму, то смотрите, все пропало, да? И весь экран занимает, все рабочее пространство занимает весь экран. Ну, чтобы вернуться в исходное состояние, надо еще раз нажать на эту кнопочку. Дальше, иногда бывает необходимо нам вот эту ленту свернуть. Для этого тоже существует кнопочка, которая позволяет, вот смотрите, если я на нее щелкаю, сворачивается, еще больше сворачивается, щелкаю, и еще щелкаю, и опять возвращается в исходное состояние. Ну, я должен сказать, что так вот мне кажется, по моему мнению, что вот такой вид ленты наиболее оптимальный, да, оптимальный. Так, теперь, смотрите, все, что ниже ленты, вот все остальное пространство, это есть графическая зона.
Ну, у меня она белого цвета. Некоторые любят и считают ставить, чтобы она была черная. Можно, в принципе, любого цвета поставить, какого хотите себе. Зеленого, розового и так далее. Да? Дальше, на этой в графической зоне внизу в левом углу имеется пиктограммка, которая показывает нам координаты. Также здесь есть еще на корешке написано модель, по умолчанию открывается пространство модели, и есть еще пространство листа одного и второго. Ну, мы всегда начинаем работать и будем работать именно в пространстве модели. И даже чертеж печатать удобно с пространства модели. Лист нужен в основном в том случае, если мы хотим, например, на одном чертеже листа скомпоновать несколько разных видов. Например, там 3D вид и виды проекционные. Там вид спереди, сверху, разрез какой-то. Для этого тогда удобнее перейти на лист. Но мы будем делать и так, и так. И так. Дальше. Еще важная кнопочка, которую нужно знать, это строка меню. Когда мы открываем эту кнопочку, то мы видим вот здесь список, то, что позволяет наше меню это делать. И плюс еще здесь есть напротив каждой команды, например, создать. Еще есть треугольничек, который показывает нам ветвение этого дерева. То есть, что конкретно можно сделать? Можно сделать, например, создать чертеж, подшивку, открыть, видите, то же самое, разные, что можно сделать. Сохранить можно, видите, в разных форматах, или в виде шаблона, или в виде чертежа. Импортировать, экспортировать, печатать, рабочие процессы, утилиты, которые здесь есть, уже установлены. Ну и закрыть тоже можно либо текущий чертеж, либо все. Кроме того, здесь есть кнопочка важная, параметры, которая позволяет настроить саму программу. Ну, такие вещи, вот как нам надо, например, было, мы говорим, поменять цвет экрана, да, это можем мы сделать здесь, там размеры курсора, порядок отображения и все прочее, вот именно здесь можно в этом месте и настроить. Дальше у нас еще есть важная такая палитра, которая находится вот здесь, на вкладочке «Вид», и называется она «Инструментальная палитра». Если ее нажать, вот смотрите, появилась эта палитра. В ней собраны разного рода, видите, такие вещи, которые готовые уже есть, их не надо делать. Ну, например, усеченную пирамиду мы можем сами построить 3D, но она здесь есть готовый шаблончик, можем его взять. Ну, здесь, видите, есть зависимости, значки, разного рода значки, обозначения. Видите, например, обозначение лампы там, дневного света. Там, и вот этот значок можно самому начертить, да? Ну, а можно взять готовый. Вот видите, знаки, оборудования здесь и прочие разные вещи, которые могут оказаться полезными. Да? Например, штриховки разного рода, стили, таблицы и тому прочее. Находится эта палитра на вкладочке «Вид». Ну, ее можно либо переместить куда-то в уголок, если она нам нужна в данный момент, либо вообще закрыть. Внизу экрана находится строчка, которая исторически здесь была в автокаде, и она пока что осталась. Эта строка называется командная строка. Когда мы что-то будем делать, вот, например, я черчу линию, и посмотрите, что в командной строке происходит. Видите, появляется текстовое наименование команды, отрезок. И дальше указывается, что я там буду делать, точку следующую или отменить эту команду и так далее.
И вся история моей работы, она записывается и прописывается, мы потом позже посмотрим, как это делается, именно вот в виде таких команд. И раньше приходилось вот эти команды знать и их писать. Ну теперь это уже как бы вчерашний день, теперь пользуются исключительно иконками, которые позволяют вызвать ту или иную команду, да, ту или иную команду. Но тоже есть разные мнения, но чтобы мы не думали, но производитель считает, что вот именно так это наиболее удобно. Ну и поэтому это осталось в виде дани традиции. Мы, кстати, можем ее закрыть, чтобы она нам не мешала. Дальше, следующий элемент, который надо знать, где он находится, это диспетчер подшивок. Он находится вот здесь, где создать. Вот он, диспетчер, появился. И он позволяет нам сделать что? Скомплектовать. Если у нас, например, документация, это несколько там чертежей, несколько, это бывает много, мы можем, вот видите, сделать, назначить, пронаименовать единицы, чтобы все было одинаковое, и создать такую подшивку. Да. И у нас все чертежи будут, они скомпонованы, их будут хорошо искать, хорошо открывать, ну никуда они не потеряются, будут лежать в одной папочке. Это хорошо делать, когда необходимо документацию на какой-то объект делать разную, и нужно, чтобы она находилась где-то потом в одном месте, чтобы потом мы при необходимости могли что сделать. Вывести, например, на печать или с одного чертежа в другой что-то перенести. Но пока мы этого не делаем, мы выходим из диспетчера подшивок. Еще одна важная панелька есть здесь вверху. Эта панелька называется панель быстрого доступа. На эту панель вынесены инструменты, ну, обычно такие стандартные, которые используются при работе с файлами. Например, создать пустой файл чертежа, открыть существующий, сохранить как, печатать, отменить команду, повторить команду. Сюда, в эту панельку, можно добавить любые команды, вынести из всех команд, которые существуют в автокаде. Для этого необходимо вот сюда поставить курсор, щелкнуть правой клавишей и в контекстном меню выбрать «Адаптировать панель быстрого доступа». Открывается адаптация, окошко. И вот здесь, вот они, все команды, которые только существуют. Да. Мы можем любую команду вот отсюда выбрать, и она добавится вот сюда. Добавится. Но я лично советую не увлекаться, да, добавлением сюда, то наша панелька разрастется, и мы уже в самой панели быстрого доступа будем потом искать те команды, которые нам понадобятся. Да. Лучше их находить там, где они по умолчанию стоят. И вообще эксперимент это первоначально, по крайней мере, точно проводить не стоит. Не стоит. Панель быстрого доступа. Ну и вот здесь еще есть важная строка, внизу в правом нижнем углу находится. Здесь вынесены разного рода полезные нужные инструменты, которые нам будут нужны. Здесь есть, вот видите, уже одну кнопочку мы знаем, вторую мы знаем. Дальше, когда мы будем рассматривать масштабы, с этими познакомимся. Потом с привязками будем знакомиться, с этими познакомимся. Ну, сетка, дальше ортогональное ограничение перемещения курсора. Дальше под углами определенными мы это тоже в процессе работы познакомимся. Иногда бывает, или вернее, скажем так, эту панельку можно и нужно бывает адаптировать для себя. Что я имею в виду? Не все команды есть, те, которые нам нужны здесь. Их можно найти вот здесь, в адаптации. Если мы нажмем, вот, например,
Смотрите, ну большинство здесь есть, но если мы поставим галочку, то эта команда добавится. Например, нам нужна команда будет постоянно толщина линии. И вот она появилась. Вот с помощью этой команды мы будем что? Например, отображать толщину линии, либо они будут все показываться, будут показываться одинаково. Так, все, в принципе, по нашему здесь графическому экрану и интерфейсу. Осталось посмотреть еще такие моменты, как мы говорили, что часто можно вызвать окно, диалоговое окно. Вот я хочу показать пример такого окошка. И вот смотрите, вот это окошки обычно они выглядят таким образом. Ну, конечно, здесь есть разные элементы. Ну, в основном элементы такие. Здесь можно либо поставить, либо снять галочку. От этого что будет? Видите, крупные кнопки для панели, стандартные, да. Либо то, либо другое. Можно цветовую схему поменять экрана, да. А дальше, вот тут это такого рода элементы, которые управляются галочками. Второй вид элементов вот такой. Это здесь нужно устанавливать величину цифровую. То есть можно задавать, там, например, точность. Здесь как будут дуги окружности рисоваться, например. Число там сегментов там указать, сглаживание и так далее. Конечно, вот, например, если мы говорим про дуги окружности, здесь есть большой соблазн поставить точность повыше, да? Но в этом нет необходимости, поскольку визуально это будет выглядеть так же, а для самого процессора работы будет больше, да? И, соответственно, будет работать с замедлением программа. И мы сказали, раз вид может быть это галочка, второе это число, и третье это можем мы управлять размером с помощью таких бегунков, меняя больше, меньше, больше, меньше. Ну, например, размер перекрестия, да, можем менять. Ну, пока на данный момент мы ничего менять не будем, оставим все пока как есть. Окей. Дальше, это такое окошко. Значит, мы можем вызвать также историю команд. Вызывается она текстовое окно с помощью клавиши F2. Вот я и нажал. И вот смотрите, здесь перечень всех команд, которые я вот сейчас делал. Да? Вот видите, пытался линию чертить, да, вот она команда есть, там прервана, прочее. То есть это история моей работы. Ну, она нужна, не нужна, но по крайней мере знать, что оно может быть вызвано, тоже нужно. Ну и дальше еще последнее, что мы можем, что мы должны знать, то, что щелкнув правой клавишей мыши, мы можем выбрать, вызвать окошко, где можем вызвать разного рода контекстное меню. Ну, например, там калькулятор вызвали, да, вызвали сюда калькулятор. Или, опять же, правой клавишей щелкнули, нажимаем параметры, и вот то окошко, которое мы искали в главном меню, вот оно опять же здесь и получилось. То есть вызвать можно вот таким способом. Для этого правая кнопка мыши. В принципе, все, что нам надо знать по интерфейсу, а уже как работать персонально с командами и с элементами чертежа, об этом мы поговорим уже в следующий раз.